Впервые Geely Icon дебютировал на автосалоне в Пекине в ушедшем 2018 году, вызвав активный интерес у автолюбителей своими конкурентными техническими характеристиками и весьма необычным внешним видом, в котором угадываются столь знакомые элементы британского Range Rover. Полуэлектромобиль был разработан на модульной платформе нового поколения BMI совместно с автобрендом Volvo. Новый Geely Icon 2020 года выпуска позиционируется как городской кроссовер и может использоваться в качестве семейного авто. Паркетник начал поступать в продажу в Китае во второй половине 2019 года. Экспорт же стартовал в текущем году. Авто выпускается с классическим бензиновым, а также гибридным силовым агрегатом. Первый вариант оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым мотором с турбиной мощностью 177 лошадиных сил. Силовой агрегат также был разработан совместно с представителями Volvo. Авто отвечает всем нормам экологического класса Евро-6 и отличается довольно низким выбросом выхлопных газов в окружающую среду. В качестве трансмиссии в автомобиле используется 7-ступенчатый робот, характеризующий сдвоенным сцеплением. Цена на кроссовер стартует от 891 тысячи рублей. Гибридная версия имеет бензиновый мотор, а также электроустановку с запасом хода на одном заряде до 400 км. Оба электромобиля отличаются ценой, комплектацией и, разумеется, техническими характеристиками. Новый Geely Icon 2020 года выпуска позиционируется как городской кроссовер и может использоваться в качестве семейного авто. Паркетник начал поступать в продажу в Китае во второй половине 2019 года. Экспорт же стартовал в текущем году. Авто выпускается с классическим бензиновым, а также гибридным силовыми агрегатами. Первый вариант оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым мотором с турбиной мощностью 177 лошадиных сил. Силовой агрегат также был разработан совместно с представителями Volvo. Длина колесной базы 2600 мм. Дорожный просвет по заявлению производителя составляет 163 мм. Внутри может разместиться до 5 человек, включая водителя. У Geely Icon весьма богатая комплектация. В качестве основных функциональных опций выступает виртуальная приборная панель с дисплеем 12,25, встроенная GPS-навигация, мультимедийный комплекс с широкоформатным монитором и встроенной системой Android Auto и Apple CarPlay. Но это далеко не полный перечень доступных опций кроссовера. Внимание также заслуживает голосовое управление, встроенный Wi-Fi, двухзонный климат-контроль, кондиционер, беспроводная зарядка смартфонов, автоматическая система контроля качества воздуха, ионизатор, складывающиеся электрозеркала со встроенными повторителями поворотов и подогревом, комплекс вспомогательных систем антиблокировки, защиты от пробуксовки, контроля слепых зон, стабилизации, распределения тормозных усилий, помощи при движении на подъеме и спуске. Нельзя не отметить наличие светодиодной оптики, противотуманки, камеры кругового обзора, бесключевой доступ в салон и противоугонная система. Дизайн у авто весьма необычный. Используя новые технологии, творческая группа Geely Design создала ультрасовременный автомобиль, в котором удалось воплотить довольно смелые задумки авторов, сохранив узнаваемые многие черты известной британской автомарки. Кроссовер получил свой уникальный облик, который не позволил ему затереться в ряду более именитых одноклассников. В целом, брутальный и во многом футуристичный Geely Icon 2020 года выпуска выглядит элегантно и дорого. Не последнюю роль в этом играет оригинальная оптика, которая особо не выделяется среди ровных горизонтальных линий решетки радиатора и переднего воздухозаборника, который расположен на бампере. Здесь отсутствует какой-либо намек на агрессивность, но в то же время внешний вид передней части наводит на мысль о мощи и силе, спрятанной за спокойными плавными линиями. Характерные для авто линии присутствуют и в боковой части кузова, придавая гибриду
несколько холодный образ. Здесь совершенно не усматриваются обтекаемые спортивные элементы. Вместо этого Jelly Icon выглядит будто пришелец из будущего, вместивший в себя самые передовые технологии, доступные человечеству. Хорошо заметный рельеф колесных арок усиливает восприятие этого образа. При этом он совершенно не утяжеляет впечатление от общего вида кроссовера. Наклон переднего стекла и снисходящая линия боковых окон совместно создают эффект неспадающей крыши, что воспринимается как намек на высокие свойства аэродинамики новой модели. Не меньше удивляет и салонный интерьер кроссовера. Уникальная форма передней панели, на фоне которой отлично выделяются массивные дефлекторы воздуховодов, имеет полноцветный монитор и цифровые приборы. Все это совсем не похоже на ставшие уже привычными стандартные формы декора внутреннего интерьера современных авто. Удобные, обладающие полным набором опций, передние сиденья имеют ярко выраженную боковую поддержку, обеспечивая достаточный уровень комфорта при передвижении. Причем касается это и водителя, и пассажиров. Высокая посадка и объемные зеркала обеспечивают отличный обзор из салона автомобиля. Также нельзя оставить без внимания достойное качество материалов, которые были использованы при внутренней отделке. В ней отсутствуют какие-либо видимые зазоры, что говорит о хорошем уровне сборки. Благодаря этому авто вполне может претендовать на высокие позиции в классе компактных кроссоверов для города. Обладая столь необычным дизайном, авто заметно выделяется среди своих аналогов. Если же учесть ту исчерпывающую комплектацию, которую предлагает бренд, и ценовую категорию, то возникает сомнение по поводу того, какая из востребованных моделей сможет составить Jelly Icon более или менее серьезную конкуренцию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Если данное видео показалось вам интересным, то рекомендую подписаться на наш канал.